Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Цены на газ в Европе штурмуют отметку в $500 за 1000 кубометров. Александр, пожалуйста, поясните нам, что происходит на газовом рынке Европы, как они там запасаются, не запасаются и что с ценами. Ну, насчет того, что запасаются или не запасаются, очевидно, запасаются, но с очень-очень-очень низкой динамикой. Что касается цен, давайте мы сначала про фьючерсы, тем более, что здесь уважаемые коллеги успели, успели выдать аналитику 19 июня. Итак, июльские, ближайшие, собственно говоря, фьючерсы по индексу TTF, это это крупнейшая биржа газовая в Европе, открыли торги у отметки почти $490 за 1000 кубических метров, прибавив 1,7%. Потом они, значит, снижались, потом росли, потом еще, значит, подрастали. Ну и, короче говоря, они крутились где-то у отметки в $500 за 1000 кубических метров. Ну, очевидно, что до 19 числа было меньше. То есть по итогам торгов 18 июня показатель остановился на уровне $481,5 за 1000 кубических метров. А тут, значит, приближались к отметке в 500. Да, вроде как не взяли эту отметку, но тем не менее к ней приближались. Если в то же время мы с вами посмотрим актуальные цены на СПГ на рынке Европейского Союза, то мы увидим, что СПГ стоит тоже порядка $500. Притом это то, что вы покупаете сейчас. То есть это не фьючерсы июльские, это вот буквально спотовый рынок, это вот прям то, что происходит в данный момент. И тут можно задаться вопросом, а где ж вот эти вот $1000, 2, 3, 10 за 1000 кубических метров? Ну, то есть что-то такое, что по масштабам соответствовало бы происходившему как у нас любят говорить, в 22 году. Я в очередной раз, ну, если вдруг вы первый раз на нашем канале и смотрите первый раз ролики про газ, я отмечаю, каждый раз говорим об этом. Предыдущий кризис начался летом 2021 года. И тут нужно понимать, что кризис начался с отметок около $300 за 1000 кубических метров, а уже к концу лета, то есть в начале лета 300, к концу лета 600. Ну и дальше продолжился рост. Это все 21 год. Это, казалось бы, и северные потоки работают, из России по другим направлениям поставки идут стабильно. А тут вот такое безобразие. И как бы никакого политического кризиса масштаба, сопоставимого с тем, что мы наблюдаем сейчас, не было. А кризис энергетический уже был. Как так? И почему, если сейчас тоже есть энергетический кризис, таких масштабов не наблюдается? Ну, давайте мы вот какой момент отметим. Точнее, отметим два момента. Может быть, характер этого кризиса какой-то другой? Да нет. Причины, характер такой же, как в прошлый раз. Дефицит газа приводит к подорожанию газа, к подорожанию электрической энергии, подорожанию угля. Все то же самое. Но есть второе обстоятельство, которое очень сильно отличает происходившее тогда от происходившего сейчас. А именно, объем потребления. Ну и объем спроса. То есть спрос это то, сколько, ну, условно говоря, спрос это столько, сколько вам вот надо. Потребление это столько, сколько вы получили и потребляете в данный момент. Я несколько утрирую, безусловно, но для нашей беседы можно разделить эти понятия вот именно таким образом, и они в этом плане будут полностью адекватны. Вот такие определения. Так вот, спрос у вас был выше предложения, ну а потребление начало просаживаться. Но просаживаться оно начало с более высоких отметок, чем те, которые наблюдаются сегодня. По итогам 2021 года, кризисного 2021 года, Европейский Союз без учета Великобритании потребил около 415 миллиардов кубических метров газа. Это очень большая величина. Точнее как? Это сейчас кажется очень большой величиной. В 2021 году эта величина была, нормально. Лучше, чем по итогам 2020 года, когда потребление газа в Евросоюзе падало до невообразимых 396 примерно миллиардов кубических метров.
А тут, понимаете, 415. Ну, лучше, чем в 2020 году. Но какие предпосылки были к падению спроса в 2020 году, я думаю, все помнят, правда? А в 2021 году 415. Ну, это же, наверное, немало. Да, по сравнению с 2020 годом немало. И еще лучше, если мы сравниваем с 23-м, 24-м, 25-м годами. Да и с 26-м, я думаю, тоже. Однако, если мы сравним с предыдущими годами, мы увидим, что это меньше, чем было раньше. Более того, это показатель примерно равный тому, который был в 2009 году. То есть объем потребления газа в 27 странах Европейского Союза в 2009 году, после чудовищного экономического кризиса мирового масштаба, когда падало потребление энергоресурсов, и в Европе в особенности, ну, было около 415. То есть падаем до 415. А в 2021 году поднимаемся до 415. Вот понимаете, все познается в сравнении. Раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Кейс-Гуру производится в Китае, где сосредоточены передовые производства около 90% мировой электроники. Почему тогда мы читаем на коробках техники Кейс-Гуру «создано в Тюмени»? Потому что в Тюмени мозги, идеи и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик для устройств Кейс-Гуру, экспериментируют с материалами для пылесосов и наушников. Глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков лично контролирует каждый этап разработки. Тюмень – это про инженерию, гарантию и ответственность. Китай – это производство и масштабирование. Яркий пример подхода – линейка наушников Кейс-Гуру CG Pods. Они опережают дорогие аналоги по функциям, но дешевле в 5 раз. Каждая модель претендует на мировой рекорд по характеристикам. Тюменская новинка – наушники Eclipse и Кейс-Гуру Clip с анатомически удобным креплением. Рекорд безопасности для слуха. У наушников Кейс Guru Clip есть ИИ шумоподавление в микрофоне. Алгоритмы выделяют голос среди внешнего шума. Кристальная слышимость даже в метро или аэропорту. Мировой рекорд неубиваемости у Case Guru X. Стойкие наушники с прочным кейсом из авиационного алюминия. Выдерживают до 220 кг нагрузки. Еще одна модель Case Guru Sport. Универсальные наушники для любых ушей. Подходят для 98 различных типов ушей благодаря своему креплению. Купить легендарные тюменские наушники-рекордсмены можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Забирайте наш промокод GEO26 на скидку до 1000 рублей. Установите приложение Case Guru и получайте больше скидок и бонусов. Сразу после установки целых 500 бонусов уже на счету. И вот какой момент. А когда возникло $1000 за 1000 кубических метров? Ну, вот дефицит, дорожает газ, дорожает уголь, дорожает электрическая энергия. Но к концу лета с 300 до $600 поднимаются цены. Да, они растут дальше. Но только где-то к концу сентября, в октябре возникает отметка в $1000 за 1000 кубических метров. В декабре, 13, если я правильно помню, декабря 2021 года уже $2000. Что это за $2000? Это те самые котировки на TTF, это фьючерсы на месяц вперед. То есть тот же самый показатель, который мы обсуждали в самом начале. Фьючерсы на месяц вперед. В данном случае мы говорили про июльские фьючерсы, то есть на июль 26 года. Ну, а там, соответственно, в декабре был январский на 22 год. Ну и в каждый отдельно взятый месяц делаем еще, там, прибавляем месяц, вот, о фьючерсах на какой месяц мы говорим. Это не совсем справедливо в 100% случаев, вот так говорить, но, опять же, в рамках нашей беседы более чем адекватно. Так вот, то есть в 2021 году потребление было больше. Рост цен был примерно, рост цен к концу лета привел к тому, что там образовались, там газ достиг отметок, которых в этом году он достигал в апреле, в мае. То есть газ уже стоил $600 на европейском рынке в текущем году. А потом только пошло подорожание, потому что всем было понятно, грядет сезон высокого спроса, газа не хватает, какой кошмар, надо больше покупать, а вдруг нам не хватит. И вот на фоне вот этой истерики продолжился рост, при том, что дефицит никуда не девался. И вот тут мы приходим к вопросу дефицита. А сейчас есть дефицит?
Да, сейчас, очевидно, есть дефицит. Газа сейчас не хватает? Да, очевидно, газа не хватает. Но уровень спроса сейчас ниже, притом заметно ниже, чем был тогда, потому что под давлением высоких цен в период с 21 со второй половины 21 года по, скажем, год 2024 потребление падало. В 2024 году после некоторой стабилизации потребление немножечко выросло. Прям чуть-чуть. Я бы сказал, что оно практически не выросло, но Еврокомиссия настаивает, да, 2 миллиарда кубических метров прироста – это очень значимая величина, мы будем всем об этом рассказывать. Хорошо, я согласен. 2 миллиарда кубических метров восстановления спроса. В 2025 году тоже небольшое восстановление спроса произошло, где-то на 5, может 8 миллиардов кубических метров. Но это ни о чем по сравнению с тем падением, которое наблюдалось относительно уровня 2021 года. Не самого выдающегося года. Если мы будем сравнивать с 2019, с 2018 годом, там будет вообще как-то сравнение совсем уж чудовищным. Поэтому с 2021 годом. Так падение с 21 по 23 год было 85 миллиардов кубов. Это без учета Великобритании все. С Великобританией все 100 миллиардов кубов. Потом небольшое восстановление, но это все равно гораздо меньше, чем было раньше. Это прям вот очень-очень-очень заметное падение спроса. И это падение, по сути, никуда не делось. В смысле, что по итогам 2026 года можно было предполагать дальнейшее восстановление спроса, медленное, постепенное, но восстановление, однако теперь уже его предполагать очень-очень тяжело. Относительно, если мы посмотрим по итогам первых 5 месяцев на уровень импорта, на уровень потребления в Европейском Союзе, мы увидим, что этот уровень ниже, чем за тот же период прошлого года. Не самого тоже выдающегося, да, лучше, чем 24 или 23, но не самый выдающийся. А тут еще хуже, чем тогда. И последнее. 80% производства Катар предполагает восстановить в течение 2 месяцев. Поправьте меня, но через 2 месяца будет конец лета. То есть, если пики спроса летние случатся в июле, в августе, то они случатся в условиях, когда Катар еще только восстанавливает часть своих производственных мощностей, восстанавливает поставки, большая часть которых идет в Азию. Азия, конечно, скажет спасибо, все хорошо. До Азии там недалеко. До Европы, в общем, тоже не очень далеко, но получается, что сейчас расслабляться, мягко скажем, рановато. И последнее. Европейские компании, которые зарабатывают на покупке газа летом и перепродаже его зимой, в отопительный период, все еще тормозят. Они все еще очень медленно закупают и закачивают газ. То есть некоторые из них думают, наверное, кризис надолго. В этом их поддерживают европейские власти. Кстати, во многом поддерживают из-за этого, чтобы они все-таки покупали газ, закачивали газ. Говорят, да-да, кризис, он будет долго длиться, вообще кошмар. Держите это в уме, когда слышите какое-нибудь искрометное высказывание европейского политика по поводу кризиса. Но многие компании думают, нет, погодите. Сейчас мирное соглашение, сейчас цены пойдут вниз. Я лучше куплю по более низким ценам, больше шансов, что зимой смогу заработать, чем буду покупать по 500-600 долларов. Смогу я вообще заработать зимой или нет? Вдруг там вообще изобилие будет? Нам же говорят, будет изобилие газа. Кстати, под этим есть некоторые основания, под мыслью об изобилии газа. Вот. Поэтому закачка идет медленно, и, возможно, под конец лета и в начале осени придется интенсифицировать эту самую закачку, либо снижать нормативы. В общем, дорогие друзья, газовому рынку Европейского Союза рано расслабляться, там много еще интересного может произойти. На сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч.